такое же движение с самого утра. Ну да. Вот так. Культурная столица, что хочешь. Доброе утро, друзья! Это Орел и Решка! И мы находимся где-то между Яванским морем и Индийским океаном. К Австралии рукой подать, но мы все еще находимся в Азии. Мы в индонезийском городе Джокьякарта. Джокьякарта – это культурная столица Индонезии. Здесь находятся две важнейших религиозных святыни мира. А еще город находится у подножия опасного вулкана, который может бомбануть в любой момент, и все это исчезнет. Поэтому скорее подбрасывай монетку, и я богатый буду. Орел. Решка. Класс! Джокьякарта, смотри, золотая карта. Помоги, как потратить кэш. Коля, не скучай, пиши СМС. Джокьякарта, 100 баксов и никакого фарта. Джокьякарта – сердце индонезийского острова Явы. Это город огнедышащих вулканов. Древних храмов. И неимоверных красот Индийского океана. Прежде чем отправиться в город, нужно запастись местными деньгами. Так что первым делом в обменник. Окей, thank you. Слушайте, за 100 баксов дают 1 400 000 рупий. Вот так было 100 баксов, стал миллионером. Как будто биткоины купил в 2009 году. Ну а теперь индонезийский миллионер может отправляться в город. Конечно, от аэропорта до города ходит автобус. Я мог бы добраться на нем. Но зачем? Зачем это нужно, когда есть рикши? Ведь рикши это колорит, б, поездка с ветерком и в, hello, в, а что в? Я не помню, что в. Роскошь, пусть будет роскошь. В, роскошь. Трон на колесах. Let's go. Местная рикша – это вот такие трехколесные мопеды с коляской для пассажира и колоритным водителем. Делают их местные умельцы. Берут обычный мопед и вместо переднего колеса цепляют вот такую самодельную карету. В Джокьякарте это один из самых популярных видов транспорта. У туристов так точно. Класс. Ощущения крутые. Действительно, как будто ты путешествуешь на стуле. Этот уикенд я проведу с чистокровным азиатом по имени Альфард. Toyota Alphard – это минивэн класса люкс. Шириной 2 метра, длиной 5 и вместимостью 7 человек. Да это целый дворец на колесах. Преимущественно для местных богачей и аристократов. И на эти 2 дня он полностью в моем распоряжении. Конечно, очень удобно кататься на рикше, ветерок. Но пока ты не становишься в пробку. В пробке сразу становится сложно, потому что вокруг много мотороллеров, автомобилей, выхлоп, знаете, начинает давить прям. А мне никакие пробки не страшны. В моем Альфарде их просто не замечаешь. Слушайте, ну комфортно вообще со всех сторон. Тут тебе новенький кожаный салон. Климат-контроль. Телевизор. Так, я рискую не выйти из машины. Тут есть чем заняться. Прямо настоящий дом на колесах. Подождите, это еще не все. Для полного комфорта регулировка сидений. Вообще неплохо. Прям отличная машина.
Так, стоп. Что-то я заигралась. Так, ну все. Джокьякарта, удивляй. Сверху Джокьякарта больше похожа на большую деревню. Из-за частых землетрясений и активности вулкана тут запрещено строить высотные здания. Поэтому большинство домов здесь не больше 2-3 этажей. А снизу город больше напоминает муравейник с его лабиринтами узких улочек, по которым то и дело снуют мопедисты-муравьи. Живет город за счет туристов, которые приезжают в Джокьякарту ради большого количества древней архитектуры. Вот, например, Султанский дворец. В Джокьякарте до сих пор правит султан Хамингубовона X. Его резиденция состоит из нескольких дворцов. Главный из них называется Кратон. В нем и проживает султан, поэтому туристам вход запрещен. А это водный дворец Таман-Сари. Раньше тут купались наложницы султана. А он тем временем отдыхал в башне, рассматривая все прелести вокруг. Но в отличие от своих предшественников, правящий султан отказался от многоженства. И теперь водный дворец стал достопримечательностью у туристов. Ну и, наконец, подземная мечеть Сумур-Гумулин. Когда-то вокруг нее было искусственное озеро. И попасть в пещеру можно было только через подземные туннели. Озеро давно высохло, а вот туннели остались. Они ведут к молебному месту, центру мечети, которую построили специально в форме открытого круга, чтобы Богу были лучше слышны молитвы. Конечно, мне тоже очень хочется увидеть невероятные храмы Джокьякарты. Поэтому сейчас поеду в целый комплекс храмов, который называется Прамбанан. Прамбанан – это 224 древнейших буддийских и индуистских храмов. Только вдумайтесь, им уже более 1000 лет. Построили их 2 соседствующих королевства, каждый со своей религией. Но это не помешало 2 разным народам объединиться и создать уникальный комплекс, где могли молиться и одни, и другие. На самом деле храмов было больше. Но большинство из них, к сожалению, не прошли испытания временем. Вот этот храм пал из-за извержения вулкана, а вот этот из-за землетрясения. Лучше всего сохранилась главная часть комплекса – Лара Джонгранг. И, конечно же, как и у любого красивого храма, у Прамбанана есть своя легенда. Один влюбленный принц пришел свататься к красивой принцессе. Она сказала, что согласится, но при условии, если он выдолбит в каменных стенах храма 1000 скульптур за 1 ночь. Принц тут же принялся за работу и вскоре успел сделать 999. Но принцесса решила схитрить и якобы приблизить рассвет. Она попросила слуг разжечь большой костер, чтобы стало светло, как утром. Узнав о хитрости девушки, парень проклял ее. И вот, знакомьтесь, принцесса, которая окаменела. Она и стала 1000-й скульптурой в храме. Еще одна достопримечательность Джокьякарты – это Индийский океан. Я приехал на один из самых популярных пляжей не только среди местных, но и среди туристов. Называется он Парантриtis.
Это 2 километра чистейшего пляжа из темного вулканического песка. Правда, большую часть времени на этом побережье бушует шторм, и никто не купается. Но инспекцию пляжа никто не отменял. Пляж, конечно, огромный. И для того, чтобы сделать на него обзор, мне потребуется минимум полдня. Но мне кажется, я знаю, как сэкономить время. Это будет мой самый быстрый обзор пляжа! Итак, пляж Паранг-Тритис. Контингент — туристы и местные, но сейчас практически никого нет, потому что сильно штормит. Качество песка. Вы знаете, песок хороший. Особенно если у вас квадроцикл, как у меня. И у них. У-ху! Вода. Ну, сложно судить сейчас шторм. Но говорят, что в обычные дни она теплая и чистая. В общем, поставил бы пляжу 4, но погода подкачала, так что ставлю твердое 3. В Джокьякарте огромное количество крутых отелей. Но я справилась и выбрала лучший. Sir, please go to Hotel Tetrem. Пятизвездочный отель Тентрем. Одно из самых высоких зданий в городе. Огромный, роскошный дворец, которому может позавидовать даже султан. Кроме 300 номеров, здесь также есть современный тренажерный зал, спа и собственный салон красоты. Мне идеально подходит. Hello. Would you like to try for welcome drink? Thank you. Это welcome drink. Комплимент от отеля. Как приятно. Я нахожусь просто во дворце. Thank you. Поэтому и выберу себе самые роскошные палаты. I need the most perfect room this place. What's your name? Алина Островская. All right, I will check first. Yes. Если такой шикарный холл отеля, вы только представьте, каким будет номер. Thank you. Have a nice day with us. На эти 2 дня я арендовала самый лучший номер в отеле. Президентский люкс. Вот это масштаб. Там вообще есть какой-то конец этого номера или нет? Мой номер – это 273 квадратных метра роскоши и богатства. Вы только посмотрите. Просторная гостиная. Большая столовая. И гигантская спальня. Ну, не такая она и мягкая, если честно. Такая, знаете, как полезная. Вот кровати жесткие. Вот такая вот она. Ну, ладно. Ванна размером с однокомнатную квартиру. Ну и главный стратегический объект девушки. Огромный туалетный столик. Для всяких баночек, духов, всего-всего. Класс. Оставь меня на 5 минут. Просто женская мечта. Из-за непогоды на побережье жители Джокьякарты все свое свободное время проводят в местных аквапарках. На вид это обычные бассейны с батутами. Но есть здесь еще одна интересная опция. Hello, I want to make photo. I need this one and this one. Okay. Вы удивлены, почему я плачу деньги за фотографию? Вы будете удивлены еще больше, когда увидите, за что я плачу по-настоящему. Дело в том, что среди местных очень популярны фотки под водой с весьма обычными бытовыми предметами.
Причем ты сам выбираешь, с чем именно фоткаться. И тебе тут же опускают это на дно бассейна. Ну что, погнали фоткаться? Я решил сфоткаться с телевизором, с мопедом и в романтической беседке. Прикольно. Осталось запостить в соцсети и ждать лайки. Пришло время познакомиться с местной кухней. Дело в том, что настоящие яванские блюда можно попробовать только вот в таких простецких кафешках, где питаются в основном местные. Ну что ж, посмотрим, какими деликатесами меня удивят. Ой, какие-то шашлычки. Рис. Конечно же, рис обязательно. Соус. Спасибо. Вам моя бабушка не звонила, нет? Это ее почерк просто. Итак, приступим. Это такой мягкий шашлычок. Перченый. Но вкус такой пряный, я бы сказала. Мясо очень нежное. Оно прям такое томленое. Мне кажется, его тушили очень долго. И поэтому оно получилось нежным. И прям ты его откусываешь, там ни одной жилочки. Оно прям тает во рту. Но что это конкретно за мясо, я не понимаю. Следующее блюдо у нас в соевом соусе. Ну что это? Понятия не имею. Похоже на какие-то хрящики. Ну, тут так много соевого соуса, что понять какое-то мясо сложно. Так, ну хорошо. А это что у нас? Я думала, что соус, но это на соус не похоже, там что-то плавает. Что-то очень неаппетитное, что-то точно, что я не ем. Какие-то органы. Они ошиблись, это не мне, это не мой, это кто-то другой заказывал. Никого нет, правда. Ну вот что это такое? Что это? Я какой-то ритуал должна провести или что? Оказалось, что главный деликатес местной кухни – это кобра. И все блюда, которые мне принесли, сделаны из нее. Шашлыки из кобры. Кобра в кляре. И кровь кобры. Говорят, она дает силу, энергию и полезна для всего организма. После этого напитка я должна стать бодрая, красивая, мускулистая, счастливая, выспавшаяся. Господи, я его пью. Ну, вот нельзя сказать. Если бы я не знала, что это кровь, может быть, с первого раза я бы не догадалась. Потому что вкус такой сладковатый. Ничем не воняет, кстати, противным. Если даже так в бутылочке разливать и продавать, очень даже будет хороший, бодрый напиток. Не надо говорить, что это кровь. Вот интересно, поражают меня индонезийцы. Они все такие поджарые, худенькие, маленькие, а любят есть все с маслом, со специями, жареное в кляре. Как у них так получается? Наверное, все благодаря крови кобры. Потому что бодрит, омолаживает, оздоровляет. Даже не знаю, что сказать. Я знаю, что точно кто-то из вас захочет попробовать змею на вкус. Поэтому прячу для вас склад. $100 прямо в этом ресторане. Прячем. В поисках нашей бутылки, а заодно и экзотики, отправляйтесь на индонезийский остров Ява, в город Джокьякарта, на улице Хаям-Бурук, 19, в здании кафе и спрятаны $100 от Орла и Решки. Удачи!
Вечером и туристы, и местные жители собираются на центральной площади Алун-Алун. Играют в карты, поют песни и катаются на вот таких ярких неоновых машинках. Короче, этот транспорт, конечно, выглядит эффектно, но он нифига не комфортный. Во-первых, он на педалях. Я чувствую себя как герой мультика «Флинстоны». А во-вторых, он рассчитан на ноги азиатов, которые в 2 раза меньше, чем мои. А может даже в 3. Каждый раз, когда я нажимаю на педаль, я угрожаю себе попасть коленом в подбородок. Но самое главное, на этой площади работает ночной рынок, на котором есть уйма точек с уличной едой. Мясные и овощные шашлычки в кляре темпура, сосиски на палочке и популярный в Джакьякарте холодный суп эс-чампур. Hello. 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 Can you prepare for me one soup? Sampur soup. Sampur. Yes. Cool. Excuse me. I need a soup, not cocktail. Это пунш реально какой-нибудь. Или коктейль. Is it soup? Оказалось, местный суп эс-чампур – это, по сути, десерт на основе льда. В него добавляют кусочки арбуза, морские водоросли, фруктовое желе, дыню и щедро поливают сахарным сиропом. How much? 15 тысяч. 15 тысяч, ну не так дорого, это около $1, чуть больше, чем $1. Холодненький. Так пахнет. Ну что? Вкусно. А суп-то больше на десерт похож, он сладкий. Ощущается арбуз, сахар. Сахар они не пожалели, это точно. В наших широтах дети не любят супы, потому что они горячие, они с овощами, они наваристые. А здесь холодные, вкусные, с арбузиками, с желе. Мне кажется, дети были бы счастливы есть такой суп. Они бы ели его 6 раз в день. И главное, он холодный. А в такой климат, после такого жаркого дня, это самое оно. И стоит всего $1. А богатому туристу, чтобы развлечь себя вечером в Джакьякарте, даже из отеля выходить не надо. Чтобы скрасить свой вечер и познакомиться с местной культурой, я заказала древний ритуальный танец – реок Понорого. Это традиционный танец из провинции Понорого, что на востоке острова Явы. Это целое театральное действие, которое состоит из 3 актов. В первом слуги короля Понорого готовятся к битве, демонстрируя мужскую силу и мощь. Во второй части женщины с помощью движений выражают преданность своим мужчинам-воинам. А в третьей, финальной части мы видим саму битву короля Понорого с мифическим существом Синго-Баронг. Больше всего поражают громадные маски танцовщиков. Чтобы создать одну такую маску, требуется больше года. А все потому, что для ее изготовления используют только опавшие перья павлина. И весит эта уникальная маска 60 килограмм. Поэтому, чтобы ее надеть, а потом еще и станцевать в ней, танцовщик должен иметь крепкие мышцы плечей и шеи. Кульминация танца – момент, когда на голове актера, кроме маски, оказывается еще и девушка. А это значит, что вес увеличился вдвое. Я сначала очень скептично отнеслась
сейчас в танце. Ну, танец, ну, традиционный танец. Но тут совсем все по-другому. Прям энергетика волнами такими идет. У меня мурашки по ногам, по рукам, по шее. Это очень необычно. Это стоит увидеть своими глазами. Такая пластика, владение своим телом. Это безумно красиво. Ну что, Джек и Якарт, я уже все увидел. Двигаемся дальше. Я отправился в поселок Барабудур. Во-первых, там и ночлег дешевле, а во-вторых, рядом находится один из древнейших буддийских храмов в мире. С самого утра туда и отправлюсь. Так, а не надо меня осуждать. У меня стрессы, перелеты, золотая карта. Думаешь, легко? Спокойной ночи. В поселке Барабудур я решил поселиться в Косте. По сути, это просто пристройка к жилому дому, которую дешево сдают таким бюджетным туристам, как я. Hello, excuse me, are you the boss? Yes, I am boss. Cool, I want to rent a room. Okay, this room. This room. Yes, How much it cost? 150,000. 150? Yeah. Окей. Thanks. Yeah. Слушайте, ну неплохо. Просто обычно кост — это очень дешевое и некомфортное жилье. Это вот бабушки делят свою какую-то освободившуюся комнатушку на 10 кусочков, и каждый остается по метр на метр. А здесь прям полноценный гостиничный номер. Что кондиционер есть, двуспальная кровать, телевизор, вентилятор, если только кондиционера мало. Идеально. А по цене меньше, чем хостел. И при этом я живу здесь один. Поэтому пойду душ и лягу спать, завтра рано вставать. Просто лягу спать. Без душек. Доброе утро. Забыл. Не выспался. С самого утра я отправился к храму Барабудур. Местные считают его одним из наиболее священных мест на Земле и уверены, что встретить там рассвет должен каждый человек хотя бы раз в жизни. Поэтому каждое утро к храму устремляются десятки паломников и туристов. Места согласно купленным билетам. Ну все. Я готов. Show must go on. Рассвет в этом храме носит сакраментальное значение. Местные верят, что первые лучи солнца прольют свет не только на долину, но и на твою душу. Темнота ночи рассеется, так же, как и рассеются былые беды и невзгоды. Восход солнца поможет настроить мысли на чистый лад и обрести внутреннее спокойствие. Но рассвет — это не единственное, что можно посмотреть в этом храме, в Барабудуре. Поэтому отправлюсь изучать. Барабудур – один из самых больших буддийских храмов в мире. Он построен в виде пирамиды. 5 ее нижних террас символизируют земной мир, а 3 верхних – духовный.
На верхних террасах стоят ступы в форме колокола, внутри которых сидят статуи Будды. На вершине храма расположена центральная ступа – символ вечности и нирваны. Ученые до сих пор спорят, когда же был возведен этот храм. Одни говорят в 7 веке, другие в 9. Но никто точно не знает. Не может определить. По легенде, когда-то остров Ява плавал в Мировом океане. И чтобы он не уплыл, его прибили гвоздем к центру земли. Со временем гвоздь превратился в холм, на котором мы построили храм. Как бы там ни было, но посетив Барабудур, и правда чувствуешь, будто в тебе что-то поменялось. Сказочное, волшебное место. Доброе утро. А следующая достопримечательность, которую я хочу посетить, называется Церковь Курицы. Почему она так называется? Слушайте, здесь очень сложно объяснить, очень тонкая метафора. Вот. Лучше посмотрите. Вот. Несмотря на свое название, эта церковь символизирует голубя мира с короной на голове. Построил ее человек по имени Даниэль Аламсях. Незадолго до этого ему во сне пришел ангел с предназначением – построить церковь, в которой могли бы молиться люди всех религий. Сам Даниэль был христианином, поэтому местные мусульмане обходили церковь стороной и высмеивали ее создателя. Долгое время церковь была заброшена, но сегодня ее история возродилась. Местные поменяли былое отношение и к создателю, и к самой церкви. Теперь она служит в качестве музея. Но самое главное, что в этой курице и вокруг нее работают местные жители. Они продают разные сувениры, воду, соки, они возят на джипах туристов, они продают билеты. И у них есть работа, у них есть хлеб. То есть можно сказать, что эта курица, она кормит полдеревни. Это прекрасно. Только за одно это стоит помолиться за человека, который поставил такую церковь. Весь второй день я решила провести за городом. Ява очень разнообразна, а мне хочется увидеть ее природу. И первым делом я отправилась к пещере Джомбланг. Но чтобы добраться к центру пещеры, для начала нужно спуститься в ущелье высотой 30 метров. Орел и Решка всегда найдет альтернативу отдыху с коктейлем у бассейна. Мы предлагаем вам залезть в самую дыру. Офигенно! Офигенно! Офигенно красиво! О, не смотрите, красиво! Потом 20 минут идти по колено в грязи. Ну, знаете, вот с детства есть такое желание вывалиться в грязюки. Мы же всегда искали самую большую лужу, чтобы в ней прыгнуть. И вот это прям желание детства. Причем здесь нет никаких вип-экскурсий. Приходится топать вглубь пещеры в толпе с такими же туристами, как и я. Мы как будто бы ползем все по 12-перстной кишке какого-то монстра. Дело в том, что зайти в эту пещеру могут только 80 человек в день. Но главное, дойти до ее конца нужно ровно в 12 часов дня. Ведь именно в это время лучи солнца, попадая в отверстие пещеры, создают настоящее чудо. Так забавно, мы опустились так глубоко, чтобы все равно посмотреть на солнце.
Красиво, завораживает. Друзья, помните, я вам рассказывал о действующем вулкане, который подвергает опасности всю Джакьякарту? Сейчас я вам не просто о нем расскажу, а еще и покажу. Вулкану нет дорог и не ходят автобусы. Поэтому, чтобы туда попасть, нужно воспользоваться услугами местных экстремалов. Такое ощущение, как будто я пришел на разборки к индонезийской мафии. Hello? Yeah, sure. I want to get Vulcano by your car. Is it possible? Yeah, sure. You get a jeep. Okay, how much it will cost? It's about 350. 350. Окей, $15. Супер. Окей, how long does it take? It's about 1/2 hour maximum. Отлично. Если бы я пешком шел, то потребовалось бы, часа 4-5. А так полчаса. Окей, let's go. Let's go. Yes. Я решила продолжить знакомство с яванскими пещерами. Но для следующей мне понадобится экипировка помощнее. Защита на колени и локти. Спасательный жилет. Каска. И надувная камера. Все дело в том, чтобы попасть в пещеру, надо пройти ряд испытаний. Сначала прыгнуть с высокой скалы в лагуну, на дне которой острые камни. Я люблю такие штуки. Я боюсь высоты, но люблю прыжки в воду. Ничего не могу с собой поделать. Класс! Давайте еще по разочку. Далее нужно пройти крутые пороги. Проходим с пузырьками! Природное! И не порезаться об острые стены пещеры. Но попав внутрь, бурные воды подземной реки успокаиваются. И ты оказываешься в тихом, прохладном, спокойном месте. Будто попал в природный вакуум. Когда свет попадает на стены пещеры, то мерещатся какие-то лица, какие-то образы. Видишь? Какие-то мордочки. Моя экстрим-прогулка подошла к концу. Было пару каких-то таких моментов. Но в целом это такое все-таки больше релакс-развлечение. Очень красиво и успокаивает тебя и вид, и вода. Поэтому стоит попробовать. Вулкан Мерапе находится в 30 километрах от Джакьякарты. Но выехав из города, почти сразу попадаешь в зону мертвых поселений, которые пострадали от извержений вулкана. По дороге к вулкану находится деревня, которая во время извержения была уничтожена не лавой, не огнем, а потоком вулканического пепла. Когда-то в деревне Пакем проживало 34 тысячи жителей. Но в октябре 2010 года вулкан проснулся. И в считанные дни окутал деревню густым дымом и горячим пеплом. И все эти предметы — единственное, что осталось от деревни. Это самый жуткий экспонат в музее. Это часы, которые расплавились как раз, когда подошло облако вулканического пепла. 12:05. Это время начала трагедии.
Большая часть жителей успели эвакуироваться. Но более 300 человек не сумели избежать гнева вулкана. И по словам сейсмологов, этот трюк вулкан Мерапе собирается повторить снова. Мы остановились в 6 километрах от вулкана Мерапе. Какой он большой. И дымится. Представляете себе, какая там мощь. Вулкан Мерапе – самый опасный вулкан Индонезии. Его крупные извержения происходят каждые 7 лет. Мелкие – около 2 раз в год. А дымит вулкан постоянно. Ближе подъехать к вулкану нельзя. Последнее извержение полностью уничтожило все дороги и тропы. Более того, подходить ближе опасно, поскольку он может начать извергаться в любой момент, а скорость движения лавы в 7 раз превышает скорость движения человека. Поэтому все окрестности вокруг вулкана называют кладбищем смельчаков. Ведь многие, кто пытался подобраться к вулкану ближе, так и не вернулись. Представляете себе, какая скорость была у вулканического пепла, что люди даже не успели эвакуироваться. На что способен этот вулкан, вы уже видели. И это была даже не половина его мощности. Это он так чихнул чуть-чуть. А представляете, что будет, если он будет извергаться по максимуму? Страшно представить, какие будут последствия. То, что Джокьякарты не будет, это однозначно. Let's go отсюда, пока не накрыло. Я сменила каблуки на кеды, а свой дом на колесах на настоящего монстра. Все ради того, чтобы поехать в одно из самых красивых мест вблизи Джокьякарты. Побережье Тиманг – это скалистый выступ, об который испокон веков разбиваются бушующие волны Индийского океана. Они, словно руки скульптора, выточили из берега извилистый зигзаг, отделив от него одинокий клочок острова. Сотни лет на этом месте рыбаки вылавливают лобстеров. А сейчас приезжают еще и туристы, чтобы увидеть бушующие красоты побережья. Но кроме красивого вида, здесь есть экстремальное развлечение. Переправа на скалистый остров старым рыбацким методом. С помощью вот такой лебедки. Что-то я не очень доверяю этой конструкции. Веревки и палочки. Ну там такой вид, что невозможно удержаться. Надо пробовать. Hi guys, I want to try. Ёлки-моталки. Чего мне больше хочется плакать, от страха или от восторга? Мне очень тяжело писать. Это просто надо увидеть, надо приехать сюда и увидеть это, вы понимаете? Потому что две крайности с эмоциями. Хочется либо молчать вот так,
либо просто кричать, потому что это вот полный восторг, это и страшно, и круто одновременно. И это стоит попробовать. Это обязательно стоит попробовать. Это место по-настоящему особенное. Ведь кроме ярких экстремальных ощущений, тебе открывается умопомрачительный вид на одну из лучших смотровых площадок на океан. Когда мы летели в Джакьякарту, то не ожидали от нее многого. Тут совсем все по-другому. Но оказавшись здесь, поняли, что ошибались. Было 100 баксов, стал миллионером. Ведь тут есть все для идеального путешествия. Неповторимый колорит. Древняя история, Принцесса, которая окаменела. И удивительные пейзажи. Какой он большой. И дымится. Поэтому успеть побывать здесь мы советуем каждому путешественнику. Я пришел на разборки к индонезийской мафии. Тут есть чем заняться. Ощущения крутые. Я люблю такие штуки. Идеально. Завораживает. Это прекрасно. Я нахожусь просто во дворце. Вкусно. Вам моя бабушка позвонила? Это вот полный восторг, это и страшно, и круто одновременно. И это стоит попробовать. Это обязательно стоит попробовать. Это прекрасно. Привет. Привет, Алина. Тут так много людей. А тут пришла, все присели. Говорят, ничего себе, какая красотка, а? Как дела? Ой, ну ты знаешь, я, наверное, первая вегетарианка, которая выпила кровь змеи. Мои меня брокколи закидают, веришь? То есть ты выпила кровь змеи и все равно считаешь, что ты вегетарианка. Алина, все, хватит. Полутонов, руби с плеча. Все, ты больше не вегетарианка. Добро пожаловать в клуб. Одну говядину! Так, что было у тебя, лучше расскажи. Что было у меня? У меня было все прекрасно. Я, например, встречал рассвет в Оригинально. Боробудуре, да. Но не оригинально, потому что там все встречают рассвет. Такое ощущение, что все люди, которые в этот момент в Джакьякарте, не приезжают туда встречать рассвет. А я провожала солнце. У меня был безумный закат на такой высоте, над океаном. Меня чуть не сбило волной. И я практически не видела этот закат, но это было на закате, точно. Друзья, мы тоже будем закатываться. До новых встреч, пока! Муа! Слушай, а я на океане гонял на квадрике. О, как Откуда я... у тебя за деньги? Слушай, здесь не так много денег нужно.